Всем привет! И в этом ролике мы посмотрим с вами на лучшую версию Deep Life Cam 2.4 и сравним ее с бета-версией 2.7. Действительно ли софт становится лучше, есть ли какие-то у него изменения существенные, все это будет именно в этом ролике. А также вы узнаете о том, как правильно делать лица для Deep Life Cam и еще много интересного. Все, поехали смотреть. Давайте просто сначала сравним то, как запускается Deep Life Cam 2.4, в чем отличие 2.7 бета в запуске и вообще как это происходит. Просто кликаем на Deep Life Cam 2.4, также никогда не запускаем подобные софты и батники от имени администратора, потому что это просто не нужно. И, во-первых, Deep Life Cam может при этом не работать, но вообще это не очень безопасно. Все, Deep Life Cam 2.4 запущен. В целом все. То есть как бы автоматически здесь все сразу подгружается и запускается. Теперь поехали, значит, к Deep Life Cam 2.7 бета. Здесь у нас с запуском не все так будет гладко и просто и автоматически. И вам теперь обязательно нужно установить перед этим Python 3.13. Без этого Deep Life Cam 2.7 бета даже как бы не включится и не сможет до конца инсталлироваться. Поехали. У меня уже установлен этот Python, поэтому мы просто запускаем. Здесь вам нужно будет подождать какое-то время, прежде чем все файлы распакуются, все установится. Это происходит теперь не так быстро, как с Deep Life Cam 2.4. Здесь теперь определяется то, какая у вас видеокарта, происходит такая некая оптимизация под это все. В общем, как видите, он все еще запускается, и я бы так сказал, что это даже еще не половина. Поэтому придется пока что мне что-то вам рассказать, пока этот процесс происходит. Почему так? Потому что в бете подзавезли много различных обновлений. Все, теперь вот мы видим интерфейс 2.7 бета, он изменился, он теперь совсем стал другим. Но на самом деле функционал здесь остался тот же. Вот также мы здесь выбираем камеру, также мы здесь загружаем фото и смотрим, какой результат у нас получается. Слева у вас вот здесь вот вы видите, это Deep Life Cam 2.4, полная версия. И справа это у нас интерфейс 2.7 бета, то есть интерфейс выглядит совсем по-другому, и причем здесь, я еще хочу заметить, он пока что еще не совсем полный. И далее мы с вами сейчас затестим, что вообще изменилось и есть ли вообще какая-то разница. Я сейчас отключу вот эту камеру свою, и мы с вами перейдем уже в тест Deep Life Cam. Итак, поехали, давайте запустим маска в 2.4. Так, вот мы видим Илон Маск с волосами на голове. Он сделал пересадку волос. А вот такой вот Илон Маск. Ну, в общем, это у нас в 2.4 как выглядит. Сейчас мы посмотрим теперь, как он будет выглядеть в 2.7 бета. И давайте теперь здесь уже посмотрим на то, как будет выглядеть Маск и будет ли какое-то вообще отличие. Также не забываем, что всегда выбираем здесь именно свою физическую камеру. Если вы выберете виртуальную камеру, либо какую-то другую, то Deep Life Cam просто может не вывести изображение. Ну вот у нас Илон Маск. Есть какие-то даже, как видите, вот небольшие артефакты в этой демо-версии. И у нас есть теперь такая вот не всем приятная вот и марка на изображении, которая пропадает. Ну, в целом отличий здесь как таковых особо визуальных нету. Даже наоборот, из-за того, что есть какие-то даже небольшие вот артефакты появляются на мимике рта, поскольку ее попытались улучшить и пытаются сейчас это сделать, но это вы видите, в общем, что это вроде как бы рот открывается лучше, но есть какие-то артефакты. Это, конечно, минус бета-версии, и, соответственно, я думаю, вы сами понимаете, что это еще требует доработки. Вернемся теперь к 2.4. Здесь вот мы видим то, что в целом мимика рта тоже работает. Может быть, не как там, но здесь нет никаких артефактов.
и это заметно. По качеству изображения в целом вообще не отличается, вы можете это посмотреть. А также давайте вот сейчас сразу вам покажу. Вы смотрите, в 2.4 у нас здесь есть полный функционал. Допустим, у нас есть здесь буфер. У нас также есть возможность выбирать другую модель в 3 вариантах. И также есть возможность еще немножечко корректировать нашу маску и даже убирать некие артефакты, если они появляются. В целом, все. Теперь мы сейчас перейдем к 2.7 бета, и я вам покажу, как теперь это реализовано там. Итак, вот мы открыли 2.7 бета, и как вы видите, здесь у нас одна модель, здесь у нас нет некоторых функций, но с чем это связано и почему. Теперь для того, чтобы эти функции у вас открылись, вам нужно пройти регистрацию. Вбиваем, нажимаем Submit. После этого происходит верификация вашей подписки, и тогда открываются функции. Так, давайте теперь протестируем также маска с открытыми функциями бета-теста. Итак, вот у нас Илон Маск. Что мы можем теперь делать? Как вы видите, внизу у нас есть вот такие вот кнопочки, которые помогают вам выбрать нужное разрешение. Это, конечно, утяжелит рендер, но это более удобно, чем масштабировать окно. Давайте вот, допустим, нажмем Full HD. Все, мы видим то, что FPS, конечно, здесь просел, вот, но качество стало чуть-чуть как бы лучше. И это вот у нас уже 2К разрешение. Здесь, конечно, FPS совсем мало. Вот оптимально это, конечно, 520p. Здесь все выглядит более чем естественно. Давайте теперь посмотрим, как у нас работает апскейлер лица. Здесь, значит, мы ставим галочку. И здесь давайте выбираем самый простой. Ну, как бы в целом не сильно что-то поменялось. Чуть-чуть вот стало получше. Это самое высокое разрешение апскейлера, но при нем, конечно, рендер становится достаточно тяжелый. Вы, как видите, здесь картинка не такая плавная. Это с апскейлером. Это без. Ну, в целом, по мне, даже без апскейлера, именно по веб-камере, а это все-таки приложение для веб-камеры, лицо выглядит более естественным. И более похоже на настоящее, чем если мы применяем апскейлер. Давайте сейчас сравним его с версией 2.4. Вот мы заходим в 2.4, включаем апскейлер. И вот у нас лицо с апскейлером в 2.4. Ну, выглядит оно, конечно, даже лучше, чем там, но FPS здесь тоже совсем мало. Единственный способ как-то увеличить это можно только если мы подадим меньшее разрешение, но это не сильно, конечно, меняет дело, поскольку на самом деле апскейлер предназначен больше для обработки готовых видео, чем для работы в лайв. Это все еще остается таким же, как и в 2.7, хотя там есть уже какие-то улучшения. Это также осталось таким же в 2.4. Поэтому, если вам нужно обработать готовое видео, да, апскейлер вам поможет. Так, вот у нас теперь тут и Павел Дуров выглядит. У него в целом не наблюдается уже никаких артефактов, когда он говорит. Теперь, что еще можно сказать по поводу этого софта? Здесь, значит, если мы выберем Show FPS, то есть посмотреть сколько FPS, то сейчас счетчик здесь работает не совсем адекватно, так скажем. Если мы выберем даже вот максимальное разрешение, включим апскейлер, то мы видим то, что он показывает около 30-26 FPS, но на деле это, конечно, все еще 8-9 кадров. То есть сейчас пока что FPS здесь нет смысла смотреть, поскольку он не является, я так понимаю, настоящим, каким он есть на самом деле. Это просто вот видно даже по самому видео. Поэтому в этом плане как бы бетка ничем не уступает полной версии 2.4. Вот, наоборот, вы как бы здесь очень сложно даже померить, пока какой у вас настоящий FPS, поскольку, ну, наглядно видно, что это как бы не так. Ну, также, если мы выключаем вот просто весь апскейлер, то мы сразу видим, что, ну, вот это уже похоже на 25 FPS, но даже здесь я все еще не вижу каких-то там 43 и более. Это как бы очевидно. В общем, это пока что еще нужно фиксить в этой версии. Если мы выключим
буфер и включим апскейлер, то будет уже немножко другая картина. Включаем апскейлер и выключаем буфер. Тогда да, мы видим уже реальные в целом, как бы там, ну, 14-13 FPS. Это да, уже что-то похоже на реальную действительность того, как это есть. Это уже в целом лучше, чем было в 2.4. Это даже можно использовать, вот если как в случае с Павлом Дуровым, тут уже нет каких-то артефактов, и все хорошо. Да, это уже рабочий вариант. Вот, но по мне все равно лучше использовать, конечно, софт без этого пока что апскейлера и с включенным буфером. Тогда картинка у вас будет плавная. Вот сейчас я переключил. Сильной разницы прям какой-то я не вижу. Тем более, когда вы будете выводить кружок, например, в Telegram, либо куда-то в другое место, то все равно это разрешение еще сожмется, и картинка все равно будет очень хорошая. Еще, конечно, мы можем редактировать маску в лайв режиме, но я считаю, что дефолтные настройки, они лучшие настройки. Если, конечно, вы хотите попробовать как-то что-то настроить в лайв, то вы можете это сделать, просто кликнув здесь и вот посмотреть. Например, вот маска рта, но как видите, при редактировании, вот видите, уже появляется артефакт, поэтому дефолтные настройки лучше. А далее мы можем посмотреть вот здесь вот маску. Видите, вот это уже мои брови появляются. То есть мы можем, допустим, открыть лоб, сделать свой лоб, либо поставить лоб, который был на маске. В целом, вот эти вот настройки, это просто как бы вы обрезаете маску, открываете, то есть ее, то есть открываете часть маски. Вот сейчас видите полностью как бы мои губы и мой рот, то есть здесь не маска, а вот здесь уже маска. Все, то есть как бы вот таким способом это работает, но это есть и в 2.4, и там это реализовано и работает таким же образом, только вот там мы не видим, так скажем, вот этих вот квадратиков и то, что вам подсвечивает, где происходит изменение. Хотя визуально там это видно тоже сразу. Еще есть вот такой момент, значит, в 2.4 у нас окно превью всегда отдельное. Поэтому мы можем его просто захватить в OBS и после уже там делать различные выводы, либо подключать к сервисам и так далее. В 2.4 этого окна теперь нет, оно реализовано сразу вот внутри интерфейса, и поэтому если вы будете делать там захват окна уже в 2.7 бета, то у вас вот все, что есть в интерфейсе, все тоже туда сразу попадет, и вам придется обрезать. Это не очень удобно, поэтому в этом плане, конечно, 2.4 все еще удобнее, особенно все, что касается захвата вот этого окна отдельного для вывода в сервисы. Пока что в 2.7 бета с этим, так скажем, намудрили. Поэтому если у вас стоит задача именно вывод в какие-то сервисы, то, конечно, удобнее все еще использовать 2.4. В 2.7 бета есть виртуальная камера. Здесь вот мы видим то, что она теперь у нас сразу встроена в интерфейс, но есть определенные моменты, связанные с тем, что иногда у некоторых пользователей есть различные ошибки, когда она выводится сразу через этот интерфейс. Поэтому я все-таки рекомендую использовать отдельно именно OBS для вывода в какие-либо сервисы. Это пока что наилучшее и стабильное решение, поскольку саму картинку вы там контролируете самостоятельно. А здесь может быть у вас, так скажем, определенные там помехи, либо с вебкой будет что-то не так. И также то, что касается апгрейда веб-камеры, точнее вашей виртуальной камеры, то это опять же возможно только в приложении OBS. Здесь пока что вывод есть прямой, но апгрейд вы, конечно, не сделаете. В целом, я думаю, что здесь уже можно подвести итог. В плане, конечно, апскейлера, да, 2.7 бета пока что лучше, чем 2.4, но если мы берем общую оценку и выбираем сейчас между этими двумя версиями, то, конечно, 2.4 полная версия пока что все еще лучше, все еще удобнее, интерфейс более простой, более понятный. И работает это, конечно, намного стабильнее, проще в установке. Если мы говорим про 2.7 бета, то да, конечно, это, так скажем, будущее Deep Life Cam. Есть уже такие интересные функции, там, смена интерфейса, ну, это такое, знаете, дело больше как вам нравится. Но в целом Deep Life Cam 2.7 бета пока что тоже хорошо выглядит, но есть недочеты, есть артефакты. Это все еще предстоит, в общем, пофиксить. Если вы хотите принять участие в тестировании, то заходите, конечно, на GitHub, регистрируйтесь, оплачивайте подписку на 2.7 бета и можете уже начать ее поюзать. Ну а если вы хотите использовать 2.4, то это возможно пока что только по моей ссылке в описании. Переходите туда и получайте эту стабильную, классную и удобную версию.
А теперь давайте мы перейдем к тому, я вам обещал рассказать, как делать лица для Deep Life Cam. При этом неважно абсолютно, какая у вас версия, правила пока что одни и те же. Итак, прилетает очень много вопросов по поводу того, как делать лица для Deep Life Cam. Не у всех это получается, но у тех, у кого есть полные гайды по Deep Life Cam по ссылке в описании, они, конечно же, уже разобрались. Сейчас я поделюсь с этим со всеми остальными, поскольку в целом это достаточно просто. Здесь, значит, у меня вот есть такой пункт в гайде, как сделать свои лица, правила и форматы лиц Deep Life Cam. Выглядит это следующим образом. Вам нужна картинка, вам не нужно обучать какую-то модель и прочее. Просто берете хорошую качественную картинку OneFace. Вот, к примеру, как вот здесь вот Криштиану Роналду. И обязательно соблюдайте пропорции того, как это должно выглядеть. То есть вот здесь на картинке помечено стрелочки. То есть вы видите то, что уши, подбородок и лоб не должны быть обрезаны. Лицо должно быть четкое, светлое, вот как вот здесь вот. Это правильная, так скажем, картинка, и вам достаточно просто ее сохранить там в разрешении даже вот 1500 на 1900 или любом другом, не обязательно прям до цифры такое же разрешение. Главное просто, чтобы это был формат JPG или PNG. И все, после этого вы можете просто применять Deep Life Cam, и все будет работать. Теперь смотрите, как не нужно делать. Если вы зайдете вот за вот эти пределы, обрежете, к примеру, уши, подбородок или сверху обрежете лоб, то есть либо если у вас что-то из этого будет обрезано, то есть здесь, к примеру, все нормально, но сверху вы там обрезали или снизу, то это уже может вообще в принципе не работать, и тогда вот прилетают такие вопросы, там, я создавал лицо, оно не работает, потому что оно просто сделано неправильно. Вот это вот пример того, как делать не надо. Поэтому просто запоминаем это, скриним себе, если кому это нужно, и делаем вот так. Тогда у вас все будет работать 100%. Все, на этом как бы никаких секретов по обучению каких-то моделей для лиц в Deep Life Cam нет. Все работает вот именно так. На этом все. Вот такой вот обзор Deep Life Cam 2.4 и 2.7 бета. До новых встреч. Пока.